What price must he pay? He will pay the price. I've had a long conversation with him and we've known him relatively well. And at the start of the conversation I said, look, I know you and you know me. If I establish this occurred, be prepared. You said that Putin doesn't have a soul, is it true? I did say that, yes. And his response was, we understand one another. So, you know Vladimir Putin, is he a killer? I do. What price must he pay? Price gonna pay? Well, you'll see shortly. Падение Кремля. Серия 5. Ответка. Владимир Владимирович, не волнуйтесь, это ваша профессия, это очень просто, это как вы всегда делаете, так и сделайте. Просто, что вы как бы да, но и как бы и нет одновременно. Ну, просто вспомните, кто такой вспомнится. Ну, что же вы, ну, все, давайте, держи кулачки. Так. Теперь, что касается заявления моего американского коллеги. Мы действительно, как он сказал, мы с ним лично знакомы. И что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: будьте здоровы. Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток. Это первое. Второе, если говорить пошире по этой теме, то вот что бы хотел сказать. В истории каждого народа, каждого государства много очень тяжелых, драматических и кровавых событий. Но когда мы оцениваем других людей, или когда оцениваем даже другие государства, другие народы, мы всегда как бы смотримся как будто в зеркало. И вот, вы знаете, я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, мы говорили так: кто как обзывается, тот так и называется. Ну я же не говорил прямо в 2009 году говорить, ну не... Черт. Знаете, я воспитывался на Ленинградской улице, и у нас во дворе в таких случаях говорили: кто как обзывается, тот так и называется. Кто как обзывается, тот так и называется. Кто как обзывается, тот так и называется. И это не случайно, это не просто детская поговорочка и шутка. Вот, смысл очень глубокий в этом, психологический. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы. Что касается американского истеблишмента, не американского народа в целом, там главным образом очень много честных, порядочных, душевных людей, которые хотят жить с нами в мире и дружбе. Мы знаем об этом и дорожим этим, и будем на них опираться в будущем. Но что касается американского истеблишмента, то руководящего правящего класса, то его сознание складывалось в известных и довольно непростых условиях. Когда он нужен? Где Лавров? Американского континента было связано с истреблением местного населения. С геноцидом. Машка где? Машка Захарова где? Опять снюхалась, да? Затем последний очень жесткий, большой, тяжелый период рабства, рабовладения, очень жестокий. И все это идет по истории, до сегодняшнего дня сопровождает. Что мне не позвонить? Иначе откуда взялось бы движение Black Lives Matter?
жизни черных имеют значение. До сих пор афроамериканцы сталкиваются с несправедливостью и истреблением. Вот руководствуясь вот такими соображениями, правящий класс Соединенных Штатов решает и внутриполитические, и внешнеполитические проблемы. Мы, хоть они думают, что мы такие же, как они, но мы другие люди. У нас другой генетический и культурно-нравственный код. Ничего. Это... Сейчас Путин поедет, а я им встречу на среду. За светлое будущее.